Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале WarTV. Сегодня наша любимая рубрика, это рубрика СМР-контента, поэтому сегодня у нас будет... Что с пингом? Уже вторую игру подряд я записываю, и у меня вот такой вот пинг. То 300, то 1000, то еще что-то. Что это за бред? Что происходит с серверами Dragon S? Я не понимаю. Бредятина полнейшая, если честно. Старт, кстати, неплохой. У меня 2 гоблина. И, короче, рубрика СМР-контента, как я уже сказал заранее. На чем же я хочу поиграть? На самом деле, я без понятия, на чем бы хотел бы мне поиграть. Что будет идти, на том, соответственно, буду играть. Есть, в принципе, мехи-гоблины. Или гоблины-мехи. Не знаю. Но пока гоблин один мех пришел. Тут, в принципе, есть и темпларочка, и Зевс есть. В идеале, конечно, начать, знаете, с чего? С халявных роллов. Вот, будут у меня халявные роллы, будет все замечательно. Если не будет халявных роллов, то, соответственно, ну такое себе, ну такое. Как-то так. Я еще, кстати, перед тем, как записывать ролик, язык, походу, себе прикусил. Потому что что-то одна сторона как-то побаливает немножечко. Опустим этот момент. Вы ничего не слышали, ничего не знаете. Не, ну пин, конечно, у меня... А знаете, что сегодня у нас, походу, будет? Это, конечно, не точно, но тут нет никакой легендарки орка. И играть на богах орках, то как-то такое себе, если честно. Была бы какая-то легендарка, я бы 100% взял бы сейчас себе орков и играл бы на орках. Ну, посмотрим, короче, как рандом решит сейчас. А то я вечно, знаете, загадываю какую-то интересную сборочку, а совершенно по-иному получается. Ну, посмотрим, как тут будет. Как тут будет. Как же мне нравится этот стиль на Джаггера. Боже, какой он шикарный, какой он красивый, просто замечательный. Так, паночку мы возьмем, мало ли мне повезет. С фигурой хоть какой-то. Хоть раз в жизни, может, какая-то легендарочка мне хорошая упадет. Но это уже такое, знаете, из ряда фантастики. Чтобы мне какая-то легендарка упала, это, ну, такое. Так, острый наручи я, наверное, возьму. Или взять манну, или наручи. Блин, 2 хороших предмета мне упало, но на самом деле я, наверное, более склоняюсь к острым наручам, потому что чем, ну, у меня орки как-никак сейчас со старта, а у них довольно-таки неплохо ХП со старта, поэтому сколько раз их будут биться, соответственно, столько раз может сработать у меня острый наруч. Острый наруч я вкинул в этого орка-охотника, потому что у него больше брони, и именно чисто по этим критериям я в него и закинул этот предмет, хотя на самом деле лучше всего, наверное, было бы закинуть Джаггера. Ничего себе там Тракса накидывает, алло, успокойся. Вот, кстати, по предметам ему там неплохо, я смотрю, пришла. Там ему маска пришла, как минимум. Ну, панда не справится с ней. Сейчас несколько тычек подряд работает у охотника, и все. И суши весла. У него маска и криты. Ну, то, о чем я говорил. А ничего там скилловичок. Ого. Ого. 2 Джаггера я тоже... Не, ну... Если сейчас в таком же духе и продолжится, то, скорее всего, я в действительности буду играть именно через богов орков. Потому что мне и боги идут. Вот у меня 2 бога целых есть. Возможно, даже стоит их взять. Знаете, что бы мне еще хотелось? Это чтобы мне сейчас гоблин ко мне пришел. Я его апнул в двоечку и получил с него 3 монеточки. Вот что мне хотелось. Но такое. Посмотрим. Посмотрим. Вот не хочу загадывать. Вот, знаете, я уже говорил раньше, что если я скажу, что случится, то этого не случится. Ахаха, неужели? Что? Так, это походу мой подписчик, да? Привет, гуру игры. Хо-хо-хо-хо. Не, молодой, ты на гуру игры как-то слишком меня завысил. Я не гуру игры, это уж точно. Я играю в кайф удовольствие ради контента, но я с тобой поздороваюсь. Привет, привет. Так, я написал, что я на запись. Не вижу смысла озвучивать текст, который я писал, потому что я, в принципе, все и сказал и так заранее. За то, что он меня назвал гуру игры, это, конечно, приятно, но я не такая киберкотлета. Посмотрю обязательно. Ну, смотри мне. И тебе удачи. И тебе удачи. Так, взаимно. Угу. Вот. А ничего себе там скилловички.
У одного уже Лина в двойку, у второго куча друидов уже есть. Ну, неплохо, неплохо. Пацаны играют на скиллухе, сразу видно. Угу. Не, ну мне грех жаловаться, мне тоже неплохой стол. Ого. А что, так можно было? Че, все. Как бы решено, что сейчас будет. Как вы уже поняли, ну, это будут боги-орки. Но, судя по всему, когда ролик выйдет, вы увидите на заставке картиночку, какой будет ролик, соответственно. Вот поэтому от этого вы можете отталкиваться. Я-то еще не знаю, когда снимаю, что будет. Может, я сейчас в дальнейшем перестроюсь. Но если на картинке будет Джаггер, то знайте, это 100% будут боги-орки. Но вот интересно, в каком моменте. Потому что, знаете, на богах-орках играть сейчас довольно-таки опасно. Потому что в мете есть АМ в разнообразных билдах, в разнообразных сборках. И я скажу так. АМ душнило против форков еще тот. Один АМ может законтрить всю синергию этих вот орков. Я без рофлов сейчас говорю. Если кому-то приходит сейчас ранее АМ, это, ну, это заявочка на винстрик, это заявочка на хороший старт, на все остальное. Боже, какой пинг. Ну ладно. Так, знаете тогда что? Тогда я, наверное, буду... Ну, как, как так? Ну реально, а как так? У чела 3 двойки уже. Из которых самое опасное это Лина и Гида. Это несерьезно. Лина и Гида. Ну, за Виверну я еще ничего особо говорить не буду, потому что Виверна это Виверна, она такая довольно-таки слабый персонаж. Хотя я скажу так, со старта она неплохо помогает. Не идеально, конечно, но неплохо. Да, я, наверное, буду играть через лустрик. Просто одной плюхой мне пол лица оторвал. Спасибо. Ну, что я следовал... Боже. Я настолько в шоке, что прям заговорился в одно мгновение. Обалдеть. В общем, становимся на лустрик. Будем делать красиво, хотя на самом деле с таким пингом красиво вряд ли получится сделать. Объясню почему. Если в один прекрасный момент я... Сейчас, секунду, я хочу подумать, оставить мне панду или не оставить панду. Потому что, ну, в принципе, есть бог у меня как раз, но есть и тролль как раз. То есть, в принципе, эта панда, она может как бы с шансом 6% вытащить мне либо бога, либо тролля, либо орка. То есть, я от любой фигуры не откажусь. Но единственное, что главное, чтобы это не меньше фиолетовой хотя бы была фигура. Если это бог, то желательно Зевс, конечно же, да. Ну, Бубу раскатал, да, он закати обратно. Так, ну Гриттер это понятно, там жестко против Гриттеров сейчас мне играть. Ни синергии, ничего такого нету особо. Боже, какой пинг, как ты меня бесишь. Как же ты меня бесишь. Фух. Да. Так, ну тут полноценную синергию выставляем. Если играть через богов орков, то мне нужно следующее. Во-первых, это посох третьего тира, который стаки дает. Мне нужен для Тазеса. Маска пятого тира обязательно. Как вы это делаете? Объясните мне, пожалуйста, как вы на 6 уровне находите АЭМа? Напишите мне вот прямо сейчас в комментариях, как вы это делаете. Потому что, когда я играю, вот, чтобы вы понимали, за весь патч, вот за сколько времени, ну, я не знаю, сколько времени прошло, вот сколько игр сыграл. Наверное, игр 50 я уже сыграл, хотя не, игр 50 как-то много, хотя не, нормально. Короче, за игр 50 мне ни разу ранее АМ не приходил. Вот ни разу он мне не приходил до 10 раунда. После 10 там в раундах 15-20 он ко мне приходил. Но до 10 он ни разу ко мне не приходил. Есть еще такие уникальные люди, которые играют его и собирают в двойку каким-то чудным образом. Как это делают? Я... Ну вот, ну короче, я в душе не понимаю, как они это делают. И вот сейчас передо мной выбор. Либо взять Святой Грааль, либо же попробовать рольнуть шмотку. Но я думаю, лучше взять этот Грааль, как-никак, ну хотя бы он дает 15 хп регена. Мало ли мне какой-то бредовая брошка выпадет. Лучше уж пусть будет Грааль какой-никакой, но это хотя бы хп реген, которого у меня сейчас вообще нет. Ну, чел с АМом. Боже, спаси и сохрани таких людей, которые не знают, ну вот,
Спаси и сохрани этих людей, которые закидывают мом в АЭМа. Ребят, не закидывайте в антимага мом, иначе он не юзает свою способность. У него пассивка разделена на два. На пассивную способность и активную часть. Поэтому, ребят, ни в коем случае мом не закидывайте. Будете закидывать мом, будет проблема. Я, кстати, наверное, вайпера буду покупать. Как-никак пусть, пригодится. Пригодится, смогу его реализовать и все такое. И, кстати, ребят, если я теряюсь немного... Ты сейчас, на приколе, кулер? Я в шоке. Серьезно? У меня просто нет слов. Чел АЭМа в двойку нашел на 12-м раунде. Я надеюсь, он с момом просидит до конца игры. Если, конечно, ему там что-то, не знаю, проснется внутри, там что-то он делает не так с этим АЭМом, то я буду только рад. Я буду только рад, если он с момом просидит до конца игры, потому что АЭМ в двойку со старта, это... Ничего себе. Панда пришла. Ничего себе. Да и вайпера, наверное, продать надо, да? Надеюсь, он просидит с АЭМом в двойку с момом. Надеюсь. Но ему пришел АМ в двойку, и если он будет сидеть с маской берсерка до конца игры, это мом. Вдруг кто не знает, это маска берсерка, это мом. Тот, который накладывает сайленс, дает скорость атаки и лайфстил. Если он с ним просидит очень долго, то спасибо. Спасибо, что у меня такие соперники. Спасибо. Ему нереально фартануло. Да... Как же жестко Ида со старта душит. Сэкономил 1 хп. Кстати, я, наверное, возьму этого жреца. И надо по максимальному выходить в уровень. По максимальному. По максимальному выходить в уровень. Вы слушайтесь то, что я несу. По максимальному выходить в уровень. Гениально. Что может быть лучше, чем эта фраза? Ну-ка, напишите в комментариях. Что может быть лучше, чем эта фраза, которую я сейчас снесу? Он до сих пор с момом сидит. До сих пор. Не, это классно. Это классно, что люди не читают патч. Классно. Молодцы. Я только рад. Я несказанно рад. Ему и так повезло с АМом в двойку. Вот серьезно. Хотя бы в этом, немножко радости у меня есть. Хотя бы настроение поднимает. Кстати, под богов орка довольно-таки сейчас неплохо собирать этого жреца нежити. Это довольно-таки очень неплохо. Чего вообще весь стол в двойках. Винстрик. О да. А такое мне нравится. А такое мне нравится. Такое я люблю. Это по-любому будут боги орки. Обидно, конечно, что здесь нету никакой легендарки орка. Было бы прикольно. Но имеем то, что имеем, и от этого отталкиваемся. Хорошо, что не меня имеют. Ладно. 44 хп, 8 лустрик, 5 банок. Беру свои слова назад. Меня нормально так бьют по голове. Ну, хоть помытым. Надеюсь. По крайней мере. Боже, какой мерзкий. Фу. Забудьте, что я несу. Но, если честно, пока что все ужасно. У меня довольно-таки сильные сейчас фигуры со старта, но есть фигуры намного сильнее. Допустим, вот этот кулер, у которого есть АМ в двойку. Я бы сам не отказался от АМа в двойку. Правда, мне его некуда сейчас будет всунуть, но я бы всунул. Я бы там убрал 2 панды и лучше поставил бы АМа в двойку. Вот серьезно. АМ в двойку, даже не так. Если вам со старта приходит АМ, и у вас более-менее такой плохой стол... Ого, пиво пришло. Не, пиво мне не надо. Я, наверное, панду все-таки распродам сейчас и поставлю фулл орков. Так вот, приходит вам АМ, ребят, берите его всегда. Я много раз говорю... Вот так, колечко, наверное, на махру. Да, я, наверное, кольцо на махрон возьму, потому что... конечно, было бы приятно, чтобы не колечко на махрон было, а какое-то там отражение 50% чистого. Я, кстати, знаете, что еще хочу? Я хочу попробовать Леона в тройку собрать.
Я думаю, Леон в тройку в богах-орках. То есть, смотрите, собираем Леона в тройку, делаем боги-орки. Чел на Леоне будет с минимальным КД и с максимальным с быстрой моносоской. Он будет люто выносить всех. Во-первых, он будет 4 людям откатывать способность. Это раз. Во-вторых, ну да, он будет 4 людям заливать ману и в течение 2 секунд высасывать ману. Плюс у него не будет КД, и он будет постоянно высасывать ману и постоянно откатывать. Так это круто. Я в действительности почти ни разу не собирал Леона в тройку. Вот сейчас и посмотрим импакт Леона в тройку. Мне интересно. Хочу попробовать. Вот, знаете, я сейчас цель поставил, ее нужно достичь. Нужно достичь, и я буду собирать от этого жрец нежить. Жрец нежить, я думаю, это сильная фигура. Хотя на самом деле, ну, боже, вы гляньте на его стол. Это просто жесть какой-то, а не стол. Ладно, я пан продаю, они мне уже вот никуда не вкатились. Они вот здесь по горло встали мне сейчас, эти панды. Ничего не приносят. И все, и делай, что хочешь. Жрец нежить в двойку соберу, будет хорошо. Еще бы не пинговало, было бы замечательно. У меня сейчас 17 раунд, 8 уровень. И в принципе все окей. Я, кстати, бы мог жрецов поставить, но я лучше поставлю 400 хп. Боже, у него до сих пор мом в АЭМе. Мне только на руку то, что у него мом в АЭМе. Только на руку. Слава богу, что такие люди есть. Я же говорю, спаси и сохрани, Господь, их души. Мне нравится, что у меня такие противники. Правда, все равно мне не выносит. Но он бы мог мне в разы быстрее выносить, имея АЭМа без мома. Намного быстрее бы он меня выносил. Ну, черт с ним. Блин, а вот реально, собрать Леона в тройку, у него же будет... Короче, он, по-моему, в течение 2 секунд ману будет высасывать. Опа. Челик с ником, а когда нет? А когда не? Собирает шамана через волшебников. Ну что, посмотрим на этот импакт? Мне интересно. На самом деле, я жестко недоволен в этом патче шаманами. Очень жестко я недоволен шаманами. А еще я ненавижу этот пинг. 700 пинг? Ты издевайся надо мной или что? У меня, кстати, сейчас фуловые боги. У меня Джаггер будет крутиться только в путь. Чисто миксер. Миксер по скидке. Китайский миксер. Вот я говорил, что до 10 раунда мне не приходило М. Наныло Эма, он мне пришел, а вот куда его засунуть, я не знаю. Мне он особо и не нужен, этот М. Только если он в двойку бы пришел, тогда, может быть, я бы придумал, куда его запихнуть. Но... Кулер выиграл чела, у которого был винстрик 10. Серьезно? Остановите планету. Это моя остановочка. Пора сходить. Не, я как бы особо не удивлен, но я удивлен в том... Ну, я удивлен чисто из-за того, что у него мом в АЭМе, и он его вынес. Серьезно? А так можно было? Я тоже хотел бы ему винстрик сбить. Так, это нежить собирается или что? Вроде бы как здесь нежить собирается, но мне, знаете, объективно немного доплевать на эту нежить. Или не плевать? Похоже, не плевать. Сейчас мне... Да, не плевать. Не, ну, так еще неплохо. Я потерял всего лишь 3 хп, у меня есть возможность восстановить еще хпшку, потому что у меня есть баночки. Вот орки приходили, и вот как приходили, так и закончили на этом. Угу. Еще и, боже, вот этот пинг, у меня аж микрофризы идут какие-то. Напишите в комментариях, часто у кого-то такой пинг, как у меня? Он 800, 900, 1000. Я заметил просто, что последним временем у меня такой пинг стал. То есть он не всегда такой был, а вот именно последним временем. До сих пор мом, и он вынес ему винстрик. То есть абсурд в том, что чел проиграл свой винстрик челу, у которого АМ в двойку с момом. О, а это уже хорошо. Знаете, такой расклад мне нравится.
Во-первых, мне идет Леон. Это первое. Второе. Может выйти из инкама и взять уровень? Я беру после жертвы. Я сейчас объясню, почему я беру после жертвы. Просто дайте мне секундочку. У меня, во-первых, пингует люто. Из-за этого у меня задержка идет не то, что в голове, у меня идет задержка прям в игре. Короче, я выйду из инкама. Я сделаю себе 9 уровень, чтобы еще быть немного на лустрике, но при этом иметь полную синергию богов. И теперь я объясню, почему я взял после жертвы. Вдруг кто не знает. В этом патче скорректировали описание. И теперь следующее. Посох жертвы дает 20 стаков на магическое усиление. То есть каждый стак увеличивает магический... Как они так делают? Лина в тройку на 21 раунде. У меня Джаггернаут стоит до сих пор в двойку на 21 раунде. Чел имеет 40 монет, 8 уровень, и находит себе Лину в тройку. А еще кто только что заметил, ДК перевоплотился и тем самым скинул контроль жреца. Я на самом деле этого не знал. Я думал, что когда ДК перевоплощается, он остается еще в контроле, но похоже нет. Так вот, после жертвы за каждый стак дают 10 магического урона. За каждый стак. Это много. А теперь умножаем на 20 и получаем 200 к магическому урону. Да, вы там теряете, по-моему, 30% мне писали. Да, вы теряете 30%, когда ваша фигура умирает, но тем не менее, когда вы настакаете этот посох, у вас будет плюс 200 магического урона только с посоха. Это самый сильный посох на данный момент в игре. Самый сильный для магов. У меня Джаггер будет крутиться не по 300 урона, а по 600 урона. Соответственно, еще пару шмоток накидает, и там вообще будет космос урон. Там по 1000 урона будет в секунду. Мне главное, вот, чтобы сейчас еще упал Зета Зеса, либо же бусы 3-го тира. То есть один из двух предметов мне он прям нужен. То есть либо это будут бусы, либо же это будет взгляд Азеса. В идеале, я думаю, лучше все-таки бусы сейчас. Хотя я от взгляда Азеса не откажусь. Я, кстати, только что момент немножечко пролюбил, так сказать. А каким образом я его так быстро вынес сейчас? Напишите в комменты, кого я под контроль взял только что. Я вот общался с вами, ну, точнее, рассказывал вам, почему посох жертвы сейчас такой мощный, и какие предметы мне нужно 3-го тира, желательно. И отвлекся на мгновение. Отвлекся на мгновение, и я так и не обратил внимания, как я так быстро его вынес. Ну, 8 уровень. Такие шаманы неплохие. Ну, как бы да, но мне не нравятся шаманы. Даже через волшебников мне шаманы не нравятся. Слишком рандомная тема и всего лишь 20 секунд. 20 секунд живут шаманы. Это вообще абсурд. Ой, я, кстати, Игритера вынес. Вот я обожаю богов-орков именно за эту тему. Во-первых, Джаггер, когда нажмет свою крутилочку, он будет крутиться в хроне и наносить урон. Это первый момент. Второй момент. Полная неуязвимость к контролю. Ну, кроме баша 4-го тира, естественно. И если Гритер пробил ваше БКБ. Но пока вы находитесь под БКБ крутилочкой, вам вообще плевать на них. У меня уже 14 стаков. И на самом деле, обратите внимание, насколько много урона от этого, благодаря этому посоху. У меня Джаггер всего лишь двойку. Чилы просто заходят на меня и смотрят. Ой, кулир. Слава богу, что такие люди есть. Слава богу. Обидно, конечно, что я не взял под контроль Эма, но я бы никем его и не взял под контроль. У меня, во-первых, жрец в единицу орк. Боже, это смешно. Это очень смешно. Ладно, я больше не буду ничего такого говорить, но... Ребят, вы смотрите на него и никогда в жизни мом не стакайте больше в АЭМа. Поставите мом в АЭМа, то... Я так же само буду угорать с этого. Боже, я бы хотел зажать в полный голос, но я не могу. Не могу. Иначе буду в будке спать на улице.
Как бы зима на улице. Холодно. Не очень хочется на улице спать в будке. Поэтому будем тихонечко под АСМР-контент смеяться. Боже, может пинговать так сильно, я тебя молю. Разлагай уже наконец-то. То 300, то 1000 пинов. Приколист года. И можно Джаггера уже? Вызывайте Мухтара, пора найти Джаггера. Зато Леон приходит. На самом деле это хорошо, что Леон приходит. У меня на 27-м раунде уже будет 10 раунд, хотел сказать, 10 уровень. Уже какие ужасные предметы. Ладно, мне надо рискнуть и попробовать найти предмет 5-го тира. Я бы хотел Аганим взять, но он мне не нужен. Объективно Аганим мне не нужен. Мне его некуда засунуть. А вот Радик я бы взял, наверное. Или же попробовать рандомить шмотку. Я возьму Радик. Сейчас объясню почему. Джаггера, когда-то никогда я соберу все-таки в тройку. Когда-нибудь я соберу Джаггера в тройку. А Радик даст мне гарантии. В идеале, конечно, гарантия дала бы мне шмотка 5-го тира. Это маска, которая дает отхил. Ну, это в идеале, конечно же. Но если я выбью ближе... Ух ты, какой стиль классный. Посмотрите, какой у него разор красивый. Да у него не только разор красивый, у него еще и гриттер красивый. Мне нравится такой разор. Посмотрите, какая хрона классная. Боже, я тоже тебе хочу такие стили, такие внешки. Где взять? Где взять такие стили? Я тоже хочу. Опять АМ пришел. Ты мне не в этой игре приходи, АМ. Не в этой игре. В другой, когда ты мне реально нужен. И до 10-го раунда желательно. Кулир сбил винстрик шаману. Посмотрите, какие у него шаманы. Ну да, там всего лишь 2 таких шамана в троечку. Но тем не менее, он сбил ему винстрик. АМ, который находится с момом. С маской берсерка. Угу. Угу. Ладно. Ладно, опустим этот момент. Окей. Мне осталось 2 Леона, у меня будет Леон в тройку. Посмотри, просто у чела маска берсерка в АЭМе, и он вынес у тех шаманов. Это не смешно? Это очень смешно, как по мне. Чел, имея такого АЭМа, еще и вынес шамана. Не напрягаясь. Почему бы и нет, правильно? Почему бы и нет? Не, вообще, ну... О, Джаггер. Хорошее усиление. Темпларка. Но мне не нужна и Свен тоже мне не нужен. Этих ребят я буду скипать. Только еще одно яичко упало. Ого. Угу. Выйти из инкама и попробовать найти шмотку. Ой, шмотку найти Джаггера. Или пока посидеть так. Я думаю, лучше пока что так посидеть. А вдруг чего я потом рольнусь. Боже, такой АМ. Его на заткнул. Чисто Кулир задушил АМа в начале. Задушил его потенциал. Чисто не дает ему развития. О, ко мне пришел сейчас шаман. Ну-ка, ну-ка. Ты серьезно? Вы посмотрите, какой АМ ему выпал. Полахал над чужим АМом, пришел шаман с АМом. Отлично. Что может быть лучше, правильно? Надо попробовать рискнуть и найти шмотку. Давай, мне маска 5-го тира нужна. Бог рандома все-таки существует. И я, наверное, кстати, фуловых орков выставлю. А то, если ко мне еще раз такие шаманы заявятся, то меня по-польски хорошенечко раскрутят. 25 хп всего лишь осталось. Не знаю, как по мне, стоит полностью сейчас ролиться. Попробовать, по крайней мере.
Орк-жрец это неплохо, но не они мне нужны. Так, Джаггер, Леон. Давай, Леон. Леона в троечку. Ну, давай. Леона в тройку, Джаггера в тройку. Зевс. Вот было бы у меня сейчас больше времени, я бы продал Марса, а не продал бы жреца вот этого. Бог-жрец намного импактнее, чем Марс, как по мне. Хоть тут и есть против меня много физического урона, но это все слезы по сравнению с тем, что этот жрец может творить. Этот жрец может Аэма заткнуть в тюрьму и все. Боже, вы посмотрите, что эта маска творит. Красиво. Вот за что я люблю богов орков. Легко собираются. Все фигуры полезные. Так, сейчас ролиться не буду. У меня есть еще в запасе один раунд, как минимум с мобами. Очень надеюсь, что, конечно, ко мне придут мои нужные фигуры. Очень надеюсь, что ко мне придет Джаггер. Навестит все-таки меня. Узнает, как у меня дела, хотя бы там, все такое. Спросит, как мое здоровье. Знаете, чем я не люблю зиму? Ну, не то, что зиму не люблю, а когда вот холодание идет. У меня из носа водопад начинается. Бесячее состояние, если честно. Я надеюсь, что сейчас ко мне шаман не придет со своими АМами перевоплощенными. То есть, знаете, в чем рофл? Когда я играю на шаманах, ко мне приходят не АМы с хорошими шмотками, а мне приходит какая-то ЦМ-ка в тройку с 3 рефрешерами. Вот это вот я понимаю мощь. Не то, что вот эти у тебя АМы приходят. Один в двойку, один в тройку пришел. Один еще с хорошими предметами. Так, алое сердце по любасику берем. Алое сердце мы по любасику берем. Так, и в жреца закинул кристалл призрака на скорость атаки. Еще одного Джаггера, еще одного Джаггера. Джаггера. Ну Джаггера! Зевс. Я заблокирую. Заблокирую по двум причинам. Во-первых, я хочу не жреца собрать. А во-вторых, у меня так сильно лагает, что я боюсь провтыкать этот момент с... Он с антимага убрал мом. Вдумайтесь. Он прогрессирует. Он прогрессирует, правильно? Да, он прогрессирует. Я что-то подумал, что это немножко регрессия, а не прогрессия. Короче, чел прогрессирует. Ну, магов я даже ощущать не буду сейчас. Вы посмотрите, что Леон творит. Обратите внимание на Леона сейчас, как быстро он высасывает ману, какой у него КД. Да, это жестко. Да, это жестко. Короче, я... Что? Серьезно? Можно было и так? Сказать, что я в шоке, это все равно, что ничего не сказать. Чтоб мне так Зевс легко пришел в двойку? What? Видели только что у Грангеральда за навык? Мне иногда кажется, что Грангеральд играет не за меня, а против меня. Знаете почему? Потому что у Грангеральда хрона находится. И это сейчас падло может меня закрыть. А, отлично, М присосался к нему. Боже, как хорошо, что ты сдох рано. Боже, какой огромный импакт от Леона. Ребят, я рекомендую Леона собирать в тройку. Если есть возможность, и он вам идет, собирайте Леона в тройку. Вы посмотрите, что это чудо творит. Во-первых, благодаря ему я сейчас несколько тысяч раз заюзал Оу май, а что это такое? А что это такое? Это Times Square? Ну, мне нужен щит 5-го тира.
Для уверенности, для еще большей уверенности, мне нужен щит 5-го тира и бессмертие. Ну, Кирасу я не особо хотел на самом деле. Хотя Кираса тоже неплохой предмет будет, потому что против меня Гритер есть. Можно было бы вообще попробовать найти кольцо на Агр, которое дает 120 блока. Но лучше всего это щит 5-го тира. Ну и бессмертие. Короче, давно мне так не везло. За 2 раунда я нахожу Зевса в двойку. И за 1 раунд я... Ну, ладно, как везет. Не очень мне это и везет, если честно. Боже, посмотрите, сколько много урона от Джаггера. Помните, я говорил, что Грангир, походу, против меня играет? Вот. Вот по этой причине он играет против меня. Оп, 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 оп. И сколько... Вы посмотрите, что Леон творит. Гляньте, гляньте, сколько... Боже, спасибо тебе, Леон, что ты такой есть. Так, шамана я вынес, окей. Я как-то раньше недооценивал настолько сильно этого Леона. Я вообще недооценивал настолько сильно Леона. А это еще как жду Некс на шаманах. Не, я на шаманах не буду играть. Я не хочу портить свою нервную систему, поэтому на шаманах я играть не буду. Не-не-не. Так, вот чел меняет расстановку. Мне сейчас главное в один прекрасный момент поставить правильно Джаггера. Ставлю правильно Джаггера, все. Игра за мной. Правда, нос вышел из чата, но это уже такое. Давай, давай. Оп. Боже, я себе тоже хочу такую внешку на Гритера. Классная внешка. Мне нравится, во-первых... Не... Чё? А давно ли Джаггер прыгает в хроне? С каких это пор? What? Я сейчас не понял. Но Марси у него неплохая. Единственное, что вот этот кристалл призрака ему вообще, ну, не в кассу. А М там тоже классный. Мне катка очень понравилась. На самом деле, то, что мне Джаггер пришел на 33-м раунде, это, конечно, окей. Но многие его находят до 20-го раунда, до 25-го раунда, потолок. Но благо рандом сегодня мне позволил, спасибо ему огромное, то что мне пришел Джаггер в троечку, довольно-таки неплохо. Зевс пришел в двоечку, что тоже неплохо. И шмотки. Шмотки сегодня божественные, прям под то, что я хотел. Единственное, что, наверное, не хватило все-таки взгляда Зеса. И, ну вот, на крайняк можно было бы кольцо 4-го тира, которое дает 120 блока, 23 гена. Хотя, не скажу, что оно уже такое имбалансное, но, в принципе, оно неплохое. По крайней мере, можно было бы вдруг чего в Марса закинуть, и Марс бы на себя агр. Вот и все. В общем, что я хочу сказать. Я, по-моему, в первый раз собираю Леона в тройку, и скажу так, под богами-орками, когда у вас есть жрец, который сумонит, когда у вас есть Зевс просто, какая же это имба. А еще, ребят, лучше скипайте Марса. Если против вас Гритер, то Марса не скипайте. Но если против вас... Подожди. Если против вас Гритер, не скипайте Марс. А, ну да, все правильно. Мне на мгновение показалось, что я сказал, что если против вас Гритер, то, то скипайте Марс и берите жреца бога. Нет. Лучше скипать какого-нибудь другого человека, потому что вы видели импакт Леона, а вы прикиньте, сколько тюрем будет от этого бога-жреца. Если бог-жрец столько накидывает тюрем, там же увеличенный магический урон будет на тех персонажей, которые находятся в этой тюрьме. Ну, единственное, что физически ниже станет, но это не беда. Я же все равно Джаггером играю, поэтому там магические. В чем плюсы такой сборки? Во-первых, очень классная синергия боги-орки. Мне она нереально нравится, все персонажи сильные, даже в текущем патче это очень сильная синергия. Даже сделали немножко проще. Если в предыдущем патче я мог играть через шаманов, комбинируя богов-орков, тут здесь я могу взять жреца-нежить, который, извините меня, тоже неплохо импакта вносит. Минимальная КД, много хилит, бьет чистым уроном. Идеально? Конечно. А еще, ребят,
Дико извиняюсь, если я где-то, знаете, менее эмоционален. Во-первых, СМР-контент, как я уже в начале ролика сказал. А во-вторых, у меня что-то так башка болит последние 2 дня. Я не знаю, что происходит. Скорее всего, магнитный бурь, либо что-то еще. Но башка трещит просто невменяемо. В общем, ну вы сами видите, я даже не привелся немножко в порядок. Ну ладно. Что думаете вы по поводу этой катки? Напишите в комментариях. А также, ребят, понравился мой контент, поставили лайк, подписались на мой канал, потому что на ютубе цель 5000 подписчиков, а также подписались на мой телеграм-канал, потому что там у нас чат, комьюнити, где мы все общаемся, переписываемся, делимся с какими-то какими своими сборками. Ну и просто там, кто хочет найти себе компанию поиграть, то тоже можете обратиться в чат. Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи!